Да? Разбудили тебя? Ребят, всем доброе утро, а мы сегодня едем высоко-высоко в горы к термальным источникам, которые называются Бенья Термал Спа. Это рядом с городком Пермети. Источник безумно красивый, это дикая природа, дикая Албания, и сегодня мы вам все покажем. Погнали! Алиса первая окунулась, водичка теплая. Короче, местных просто немерено, особенно подростков, они такие бесцеремонные. Где тебе больше понравилось? В Греции, где мы были в последний раз, или здесь? По красоте тут, а так то в Греции. Это водный аттракцион. Там вот есть Аквапарк. лестница. И ехать нам 211 километров, из них часть дороги это горы и серпантины, поэтому выехали мы в 8 утра пораньше. Так, наверное, я заезжаю сюда, я так думаю. Понедельник, народу просто полная парковка. Мы так надеялись, что мы будем здесь одни и никого больше не будет. Так. Можно было, конечно, дальше попробовать проехать. Не знаю. Высоко в горах до сих пор лежит снег. Мы приехали в надежде, что мы будем одни, да, в понедельник. Здесь целый кемпинг. Очень много автотрейлеров стоит. В тени места не нашлось. Здесь около 6 источников. Самый красивый, который возле Арочного моста. Мы начнем с него. Ждем бабушку, она переоденется и идем. Здесь дикая природа, нет цивилизации, никаких переодевалок, ничего, только под кустом. Полчаса собираемся выйти из машины. Я уже не могу на солнце стоять, давайте идем. Вылазь, Алис. Когда я выйду на пенсию, у нас с Геной будет вот такая машинка и велосипеды. И мы будем уезжать в горы без детей. Вот ребята многие вот так приезжают. Мы когда только куда-то доезжаем, начинается жор у всех. А ты? Я одно съела. Все. Мама. Здесь вот уже у источника построили вот такие шале. Будут сдавать наверняка. Вот здесь есть бар, смотрю, люди отдыхают в тени. Покажу вам издалека с дороги первый источник. Вода бирюзовая-бирюзовая. Красиво, да? Это мост еще времен Османской империи, и ему, наверное, больше 500 лет. Хочу вам показать позади меня, сколько народу. Представьте, что здесь делается в выходные. Термальные воды в Бенье – это естественные горячие источники, вода из которых поднимается вверх через глубокие тектонические трещины. На самом деле бассейны не очень горячие, а скорее теплые. Источники хлорно-натриево-кальциевые и содержат много минералов. Мы стоим на мосту, а здесь еще вот такая красота внизу есть. Алиса первая окунулась, водичка теплая. Общественный транспорт сюда не ходит, и добраться можно только машиной. Из Саранды ехать около 2 часов. Камни на дне очень-очень скользкие. Да. Есть такие, что я пару раз поскользнулась, чуть не упала. Много народу. Дети еще эти прыгают тут, мальчики, подростки. Не люблю. Скачут, прыгают с камней, все эти брызги летят. Так, ну что, хочу немножко рассказать. Источник бесплатный. Входа нет никакого, шлагбаума нет, парковки нет, все абсолютно бесплатно, дикая природа, поэтому здесь столько местных
Вот, наверное, в любой день. Но у меня знакомая была здесь в мае месяце и говорит, вообще, кроме их семьи, никого не было. Ну, нам сегодня повезло вот так. Я думаю, что еще минут 10 и пора потихонечку перебазироваться в другой источник. Смотри, какой это камушек здесь, видишь? Здесь много таких камней на дне больших. Это водный аттракцион. Посмотрите на куда. У Алисы навязчивая идея залезть на этот камень. Но он скользкий, он весь водорослями порос. Это тяжело. Отойди, пожалуйста. Если у вас нет авто, кстати, как вариант, на автобусе можно доехать до Пермета, а оттуда до термальных ванн всего 13 километров, и можно взять такси. Там вот есть Аквапарк. лестница. Да. Алиса у нас путает аквапарк с парком, с зоопарком, с детской площадкой. Сейчас ехала с горки, говорит зоопарк. Я говорю точно, что зоопарк здесь сегодня по количеству людей. Алиса уже тапочки запускает свои, говорит, это мои уточки. Чтобы ты их не утопила, а то останешься без уточек. Бабушки лебеди. У бабушки страшные вообще такие. Бабушки лебеди. Бабушки лебеди. А у Алисы уточки, утята. Короче, местных просто немерено, особенно подростков, они такие бесцеремонные, прыгают, эти брызги летят, ну им чисто насрать на всех. Вот то, что люди хотят в спокойной обстановке здесь побыть, это такое, по барабану вообще, объяснять бесполезно, я уже встала, показываю ему, он такой стоит, смотрит. Ужасно. Сейчас будем переходить в другой источник. Я думаю, что там потише, где-то возле арочного моста. Вода в водопаде горячая! Вода горячее здесь, чем там. Мост Кадиут – это старинный османский мост через реку Ленгарица, построен в 18 веке и символизирует начало каньона Ленгарица. У Алисы голод, она все время голодная, постоянно хочет есть. Что ты грязная такая? Что это такое? Водоросли какие-то ты нашла? Убери ей, ну ты что? Где тебе больше понравилось? В Греции, где мы были в последний раз, или здесь? Пока
красоте тут, а так то в Греции. Почему? Ну, тут более красиво, этот мост красивый и более живописные виды. Но в Греции мне почему-то сам источник понравился больше. Да, а мне тут тоже очень нравится. Эта термальная ванна самая большая и самая загруженная по количеству отдыхающих. Если пройти вверх по каньону, метров, наверное, 200-300, там будут небольшие термальные ванны, где практически никого нет. После обеда сейчас еще больше народу набежало. Слышите, как шумненько? Мы еще немножко здесь побудем и будем потихонечку ехать. Перед этим зайдем в тот второй бассейн, где мы только что были с детьми. Мама там сейчас. И, возможно, в Пермете заедем куда-то, перекусим. Ну, или если дети уснут, то не заедем. Посмотрим. В Голе мы приедем уже вечером, потому что маме надо ехать 215 километров. Уже в темноту мы приедем. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Зоопарк, да? Я сейчас вам покажу. Это то, что Алиса называет зоопарком. Это реальный зоопарк уже. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. По-моему, кто-то уже хочет спать, мне кажется, да? Кто-то ложится уже спать, прикладывается. Есть вот такой еще возле моста маленький источничек, лужица такая. Все, мы уже потихоньку двигаем к машине, потому что после обеда налезло очень-очень большое количество народу. Вон их сколько, муравейник. Это мне? Спасибо! Ой, спасибо! Какая красота! Вот так прошел еще один наш день в Албании. Место действительно замечательное, а нам пора возвращаться домой в Голем.